Катастрофическое кораблекрушение сухогруза «Моздок» и танкера «Лом» у одесских берегов. 45 лет назад у берегов Одессы произошло самое масштабное кораблекрушение в окрестных водах, гибель в результате столкновения двух судов, болгарского танкера «Лом» и советского сухогруза «Моздок», груженного ядохимикатами. Теплоход «Моздок» относился к сухогрузам проекта типа «Муром». Строился он на судоверфи имени Парижской коммуны в Гданьске, Польша. Длина судна 155 метров, ширина 20 метров, скорость хода в полном груза 17,2 узлов, экипаж 44 человека. Спуск его на воду состоялся 2 ноября 1963 года, а в следующем году судно было передано заказчику, Черноморскому морскому пароходству, порт приписки Ильичевск. Болгарский танкер «Лом» был куплен Болгарией в Великобритании в 1972 году. Построен он был в 1953 году. Длина судна 174 метра, ширина 22 метра, осадка 9 метров, вместимость 12 697 регистровых тонн, водоизмещение танкера составляло 19 500 тонн. Порт приписки Бургас. Началось все с резкого понижения температуры. Рано утром 13 января 1972 года температура воздуха в Одессе упала с плюс 15 до минус 20 градусов. От такого резкого перепада море буквально закипело, и из него поднялась высокая густая стена тумана высотой 30-50 метров, так что даже сильный ветер не в силах был разрушить ее и разогнать. Видимости никакой. Или, как говорят, видимость ноль. Тем не менее, лоцман Пантак пошел выводить сухогруз «Моздок» из порта в рейс Одесса-Хайфон. Сам сухогруз был готов к уходу еще в 3 часа ночи, но капитан Макеев, для которого этот рейс был первый в его капитанской должности, не хотел рисковать, выходя в море в такую погоду. Тем же утром к Одессе подошел болгарский танкер «Лом» и запросил разрешение на вход в порт. На это ему ответили, что фарватер занят выходящим из порта сухогрузом «Моздок». Все бы ничего, но на танкере из-за неработавшего локатора пользовались эхолотом и сбились с курса. Обратив же внимание, что глубины уменьшаются и судно идет прямо в сторону пляжной зоны, капитан танкера «Лом» Банчев развернул его на 180 градусов и пошел в открытое море. Однако к этому времени к тому же месту уже подходил сухогруз «Моздок». На нем в связи с нулевой видимостью пользовались приборами, и в частности локатором, но избежать столкновения не удалось. По болгарским данным, в 11 часов 18 минут танкер «Лом» ударил под углом своим форштевнем сухогруз «Моздок» в правый борт в районе 3 и 4 трюмов. В результате образовалась пробоина площадью 35 метров квадратных с разрывом наружной обшивки на протяжении 5,5 метра вместе с набором корпуса судна. Твиндичная палуба теплохода в районе удара была сгофрирована внутрь на 1,5 метра от борта с обрывом от него на длине свыше 6 метров. О силе удара могут свидетельствовать такие факты. Форштевень танкера «Лом», перерезанный верхней палубой сухогруза, налез вместе с полубаком на верхнюю палубу теплохода до комингса грузового люка на 5 метров от борта, и сцепившиеся таким образом суда начали тонуть. В момент удара на болгарском судне взорвались недогазированные танки и вспыхнул пожар. Взрывами были разрушены верхние палубы и надводный борт в районе танков. Корпус танкера надломился в 2 местах, и его средняя часть легла на дно, носовая осталась в корпусе «Моздока», кормовая была на плаву. Сила взрыва была такова, что в домах, расположенных на берегу, выбило все стекла. Носовая же часть, заклинившись в корпусе сухогруза, всей своей массой в значительной степени способствовала быстрому возрастанию крена теплохода «Моздок» на правый борт, усугубившемуся значительным поступлением воды через пробоину одновременно в указанные 2 трюма. Отделившаяся от корпуса корма танкера «Лом» уходит под воду. В штормовое море вышли суда и спасатели. Первым у места аварии оказался дунайский буксир «Оперативный». Благо, все это случилось недалеко от порта, всего в 4,5 милях от Воронцовского маяка. Затем подошли буксиры «Ударник», «Труд», «Рекорд», «Березань»,
катер «Бодрый», теплоходы «Зоринск», «Братслав», ледокол «Сибиряков» и спасатель «Атлант». Их попытки сдвинуть с места столкнувшиеся суда, а также разъединить их, чтобы отвести «Моздок» на мелководье, успеха не имели, поскольку они как якорем удерживались затонувшей средней частью танкера. На «Моздоке» появился крен, который постепенно увеличиваясь достиг 15 градусов. Судно «Оперативный» подошел и снял с него 34 человека. Остальные, кроме одного выпрыгнувшего за борт при столкновении, оставались на судне. Взрыв на танкере «Лом» уничтожил 2 спасательные шлюпки, а третью со стороны крена тоже нельзя было использовать. Так что осталась только одна, в которой разместилось 17 моряков из 42 находившихся на его борту, и волна отнесла ее прочь от гибнущего судна. С теплохода «Зоринск» спустили спасательную шлюпку под командованием Старпома, в которую село 10 человек. Они сняли с гибнущего танкера еще 11 человек, которых передали на буксир «Ударник». На сухогрузе «Моздок» осталось 5 человек. Капитан, он все время поддерживал связь с буксирами и другими судами, старший механик, второй механик, электромеханик и матрос. Из-за поступавшей в машинное отделение воды невозможно было запустить двигатель. Когда через 2 часа крен достиг 15 градусов, на сухогрузе затушили вспомогательный котел, а оставшихся на нем последних людей снял буксир «Березань». Оба судна стали погружаться. Носовая часть танкера затонула, а крен на сухогрузе, дойдя до 40 градусов, перестал увеличиваться. В 17 часов «Моздок» погрузился носовой частью и, видимо, уперся ею в грунт, поскольку на какое-то время его кормовая часть еще виднелась над водой. Наконец, над поверхностью остались лишь мачты до труба сухогруза и кормовая часть танкера. В эти трагические минуты воздух разорвали тяжелые протяжные гудки собравшихся судов, этим они выражали свое прощание с погибшими судами. На теплоходе «Моздок» погиб 1 человек, моторист Бессараб, который, запаниковав, спустил надувной плотик, и его утянуло течением. Сразу его найти не смогли, и только через 1,5 месяца обнаружили у берегов Румынии. На танкере «Лом» из-за взрывов танков потерь в команде оказалось больше. В центральной надстройке погибло сразу 9 человек, в том числе и капитан Обанчов. Лед, покрывший район затопления, не позволил до марта месяца работать на затонувшем судне. При подвижке льдов мачты были завалены. «Моздок» затонул на глубине 23 метра, на расстоянии 2,5 миль от берега и, как говорилось, в 4,5 милях от Воронцовского маяка Одесского порта. На его борту на тот момент находилось 10 тысяч тонн груза, в том числе мешки с ядохимикатами, более 1000 тонн дуста и свыше 1600 тонн нефтепродуктов, топлива и масла, а его общая масса с учетом самого судна составляла 18 тысяч тонн. Его труба возвышалась над морем более 3 метров, а надстройки, находившихся на грунте обоих судов, не доходили до его поверхности на 1,5 метра, что создавало серьезную угрозу безопасности мореплавания в зоне интенсивного судоходства на подходе к Одесскому порту. Несмотря на принятые меры по ограждению района затопления, на надстройку теплохода «Моздок» в январе 1974 года натолкнулось греческое судно «Мангана», повредившее себе днище. К судоподъемным работам сухогруза приступили весной 1973 года, и велись они в течение 2 лет, в летние месяцы и до поздней осени. Отмеченная выше угроза безопасности мореплавания и возможность разлива нефтепродуктов и отравления близлежащей акватории дустом определили необходимость подъема судна в целом виде, без разделки на месте. Было проработано 3 варианта по способам подъема и 9 по размещению подъемных усилий. Были разработаны, изготовлены и установлены под водой специальные заглушки особой конструкции на все газовентиляционные трубы топливных танков и цистерн на обоих судах. На сухогрузе дополнительно еще и обварили 1 и 5 трюма, где находились мешки с дустом, чтобы свести к минимуму его попадания в море. Перед выгрузкой трюмов были проведены работы по расчистке палубы судна от заваленных мачт, стрел и обломков судовых конструкций, заброшенных на него и вокруг него при взрыве танкера «Лом».
К работам по выгрузке приступили 26 апреля 1972 года и завершили ее 10 сентября следующего года. Непосредственно они заняли 171 рабочий день. Основную работу по раскантовке, переукладке и остробке грузов под водой в стесненных условиях при плохой видимости на просветах трюмов и почти на ощупь в подпалубных пространствах выполнили водолазы. Для подъема сухогруза было принято решение закачать в его трюмы вспененный полистирол. Операция вспенивания продолжалась 42 дня. Было вспенено 352 тонны, 9 железнодорожных вагонов полистирола. Нагнетание вспененного полистирола в трюмы Моздока продолжалось 14 суток и закончилось 13 августа 1974 года. Но это было только половина дела. Требовалось много понтонов. Часть из них пришлось переводить из Балтийского моря по внутренним водным путям. Подъем болгарского танкера «Лом» особых трудностей не вызвал. Его разрезали под водой и подняли по частям. Подъем теплохода «Моздок» начался рано утром 18 августа 1974 года. После 12 часов всплыла носовая часть. А в ночь с 18 на 19 августа всплыла корма. Теплоход был отбуксирован в район с глубиной 14 метров, где началась откачка воды. Формально операция по подъему Моздока завершилась 20 августа, когда теплоход был отшвартован у причала Одесского порта. Подъем судна осуществили 350 спасателей Черноморского пароходства с привлечением 20 судов различного назначения, буксиров, плавкранов, плавбазы Краснодар. Подъем сухогруза Моздока вошел в историю спасательной службы Министерства морского флота как одна из самых продолжительных судоподъемных операций. Акватория Одесского порта и залива, а также знаменитые одесские пляжи не пострадали. Кроме того, был впервые отработан подъем крупного океанского судна с помощью вспененного полистирола. Ну а жители Одессы помнят не сам подъем теплохода, а утренний взрыв, разбудивший город.